Всем привет! Некоторое время назад в новостях в интернете мы увидели необычный пазл. И сегодня мы его добыли и поделимся с вами нашими впечатлениями. Пазл пришел из Америки. Он пришел к нам в фирменном пакете. Здесь нарисованы книжки, и это неспроста. Дело в том, что сегодня мы расскажем вам о пазле фирмы Литограф. Изначально данная фирма не позиционировала себя как пазлопроизводителя. Она появилась в 2012 году и была создана любителями литературы. На своем сайте они пишут о том, что очень любят читать и очень хотели внести книги в нашу с вами жизнь. Они придумали такую идею, как печатать тексты книг на различных изделиях. У них на сайте можно увидеть разную продукцию. Футболки, наволочки, по-моему, там даже есть шторки для ванн. Сейчас ребята выпускают маски, очень актуальная продукция. И вот недавно, буквально в этом году, они начали выпускать пазлы. Я люблю читать. В детстве не вылезала из библиотек, могла приносить оттуда стопки книг. Сейчас, конечно, с этим похуже, но чтение все равно остается одним из моих любимых занятий. Сказано, сделано. Если верить сайту, сейчас у данной фирмы более 200 книг в работе. Они совершенно разные, начиная от классики, Гамлет, Моби Дик, куча всего. Кроме того, я видела там текст Декларации независимости США, и даже совершенно случайно я нашла продукцию с текстом решения какого-то знакового Верховного суда для Америки. Все это очень интересно. Я долго лазала, выбирала, чтобы такое заказать, и в результате ко мне пришел вот такой вот пакетик. А в пакете коробочка. Наш выбор пал на книгу джунглей. Это всем известное произведение. Наверное, все мало в детстве любили. Вместе с коробочкой пришли два вот таких вкладыша. На одном из них написано о том, что такое литограф. И дальше у нас есть небольшой текст, где рассказывается, как происходит, собственно, процесс изготовления данной продукции. Команда данной фирмы выбирает какую-то книгу, либо это классическая, либо современная. Также это могут быть какие-то стихи или поэмы. Я видела там тексты Beatles. После этого дизайнеры работают над тем, чтобы воплотить текст книги в какую-то картину. Далее картина переносится на продукцию. Помимо краткой истории, на другой стороне есть вот такой вот текст с благодарностью за то, что мы купили данную продукцию и присоединились к тем, кто продвигает чтение в массы. На сайте также есть информация, что с 2012 года, то есть это 8 лет данная фирма существует, они передали более 200 тысяч книг нуждающимся, то есть они не просто производят свою продукцию, но еще и занимаются вот таким полезным делом. На второй бумажке нам рассказывают о том, что очень ценят наше участие и предлагают собрать пазл и отметить его в социальных сетях. Веселитесь и будьте здоровы! Еще из интересного, практически для каждой книги существует плакат, на котором помещен весь текст этой книги. Естественно, на какой-то другой продукции весь текст не помещается. Более того, на сайте сказано, что это особенности производства, и да, к сожалению, некоторые слова теряются при переносе печати с макета на продукцию. Если я правильно помню, каждая напечатанная футболка содержит 40 тысяч слов, например, шарф 20 тысяч слов, а на каждом пазле из 500 деталей помещается 7,5 тысяч слов. И вот такая небольшая коробочка. Она достаточно простая. К сожалению, в дороге она чуть-чуть помялась.
На коробке почти нет никакой информации, только надпись «Литографс» и наклеенная сверху картинка. Открываем. И вот перед нами детальки. Вот такие вот интересные. Да, надо сказать, что для каждой книги у них представлен свой цвет. Есть зеленый, синий, по-моему, красный. Цвет шрифта я имею в виду. Вот книга джунглей, вот такая вот зелененькая. Что рассказать про детальки? Детальки довольно плотные. Явно видно, что они двуслойные. То есть сам картон, а сверху нанесен какой-то что-то типа пластика или пленки, сложно так сказать. После оформления заказа на сайте я связалась с данной фирмой на Фейсбуке и задала им вопросы о том, когда они начали печатать пазлы, как это все происходит. Не сказать, что они были очень многословны, но в принципе не отказались ответить на вопросы и сообщили о том, что да, пазлы они печатают сами. Производство находится в штате Массачусетс, как и большинство их продукции производится именно в этом штате. Также интересная история. На сайте написано, что каждая продукция печатается после конкретного заказа. Видимо, нету каких-то запасов или складов. Заказ поступает, он печатается. Но надо сказать, что заказ пришел ко мне достаточно быстро. Я заказывала доставку в Россию напрямую с сайта. И, честно говоря, это стоило не намного дороже, чем доставка по территории Америки. Что меня удивило, приятно. Детальки пазла достаточно крупные, но в принципе, наверное, более-менее стандартные. У меня есть с собой арт-пазл и 500 кастера. Соответственно, можно видеть, что детальки покрупнее, чем 500 кастера и чем арт-пазл тоже. На сайте указан размер пазла, это 40 на 55 сантиметров, это чуть больше, чем стандартная 500, что, собственно, нам и говорят детальки. Еще из особенностей просто сказать сложно, есть вот такие нерасцепленные детальки, но в целом, на первый взгляд, все очень плотненько и аккуратненько. По толщине я не знаю, есть ли смысл сравнивать. Давайте мы попробуем сложить две детальки кастера, арта и литографии. Пазл литограф чуть потолще, я думаю, что это за счет верхнего слоя, как раз вот этой вот самой то ли пленки, то ли пластика, который нанесен. На детальках достаточно крупно изображены буковки. На картинке, которая наклеена на коробку, текст виден, его можно прочитать. И не знаю, почему-то для меня это такое необычное ощущение. Это классно, что ты соберешь пазл, и там будет написан текст. Очень хочется посмотреть, сможем ли мы прочитать его на собранном пазле. Прошло час 10 минут. У нас собраны рамка и животные. Пока впечатление, пазл непростой. Собирать можно по тексту, но это очень сложно, потому что текст на картинке мелкий. Кстати, возможно, было бы неплохо иметь постер. Зато давайте мы сейчас сразу поэкспериментируем. Мы собрали вот таких животных. И вы можете видеть, какая у пазла сцепка. Отлично держатся детальки.
Нарезка довольно разнообразная, и детали, в принципе, встают только на свое место. Мне она напомнила джамбовскую нарезку. Точно так же есть неправильные детальки. Я бы назвала этот пазл вызовом, потому что нужно иметь очень большое терпение. Детали в пазле сортируются на горизонтальные и вертикальные, и при этом помогает направление текста. Ты сразу видишь, как эта деталь будет стоять в пазле. Но на этом все. Дальше ты начинаешь очень аккуратненько подбирать детальку одну к другой. Белые детали помогали, потому что проще ориентироваться, когда есть хоть какие-то зацепы. Когда это сплошной текст, будет сложнее. Плюс есть небольшая разница в шрифте, то есть местами он чуть больше, чуть меньше, и на каких-то детальках я обращала внимание, что он чуть-чуть едет, то есть как будто при печати, при переносе текста происходит небольшой сдвиг. На часах уже много времени, мы устали, думаю, что на сборку оставшейся части пазла уйдет еще часа 2, и мы вернемся. Итак, у нас есть собранный пазл литографии. Несмотря на то, что это всего лишь 500 деталей, пазл собирался долго, и думаю, мы с уверенностью можем сказать, что это своего рода impossible, на который придется потратить какое-то количество усилий. Вся сборка пазла заняла примерно 6 часов. Первым этапом мы собрали рамку и зверей. Дальше, когда я начала собирать его одна, я собирала его полосочками, подбирая детальки по рядам. Что могу сказать? Поскольку нарезка достаточно интересная, она мне, кстати, напомнила нарезку джамбы, то собирать можно как по форме, но еще одна фишка у этого пазла — собирать его можно по тексту. Если вы знаете английский, то, читая текст, можно понимать, какое слово или часть слова будет следующее. И это делает сборку более интересной. По таймлапсу можно было заметить, что когда я подбирала детальки по форме, это было дольше, чем когда я подбирала детальки по тексту. По качеству пазла. Детали плотные, в целом даже подбор деталей не повреждал их, но, к сожалению, какое-то количество пазлинок, ну, может быть, там 2-3, были изначально с чуть-чуть загнутыми кончиками. В процессе сортировки было видно, что есть не расцепленные детали, но это именно не расцепленные, то есть недорезов нет, но есть не до конца расцепленные. С чем это связано, возможно, со способом упаковки, тут сложно сказать. Этот пазл для меня прекрасен тем, что у него отличная сцепка. Можно вообще мотать, шатать и носить его по комнате, и с ним ничего не будет. Мне это, конечно, очень нравится. Из минусов данного пазла текст на коробке и на пазле отличается. Если на картинке, если это можно так назвать, на коробке текст книги полный, он как бы весь входит в этот квадрат, то при печати на пазл текст оказывается обрезанный, причем как сверху, так и по бокам. На сайте литографии об этом упоминалось, но почему-то, если честно, я думала, что это относится там, к футболкам или к чему-то такому, где форма печати неровная. Как-то мне ожидалось, что на пазле он квадратный, тут квадратный, и текст будет весь. Мне кажется, это было бы более интересно. Подводя итог нашего обзора, я могу сказать, что данные пазлы мне, несомненно, понравились. Мне было очень интересно собирать текст книги, читать знакомые слова, и даже возникла мысль почитать Маугли в оригинале. Если у вас будет возможность пособирать пазлы литографии, мы очень рекомендуем это сделать. Несмотря на то, что многие пазлы-любители собирали Impossible и делают это не один раз, такие пазлы — это все-таки что-то новенькое, они подарят новый опыт, это будет интересно.
Надеемся, наш обзор вам понравился. Мы ждем ваше мнение об идее таких пазлов в комментариях. А если вы купите литографию и соберете ее, то тем более напишите ваши впечатления.